Привет, дорогие друзья! Особенно привет новичкам, подписчикам моего канала, кто смотрит недавно, потому что сегодня будет тема, одна из таких основополагающих. Я решил повториться и рассказать заново некоторые вещи, которые для многих, возможно, уже понятны, известны и очевидны, но хочется немного закрепить базу, то есть то, что очень важно для тех, кто хочет пить чай и получать от этого полноценное удовольствие. Тема сегодняшнего блога – это что влияет на вкус чая, из каких компонентов состоит вообще правильное чаепитие и почему важно заваривать чай правильно, особенно важно заваривать правильно чай высокой категории, который есть в каждой из категорий чая. Есть чай высокогрейдовый, которому требуется внимание еще больше, чем обычно. Прежде всего, конечно же, стоит сказать про качество самого чая. Как бы вы ни старались заварить церемониально с бубнами и плясками чай низкогрейдовый из масс-маркета, ничего вкусного из этого не получите. С вероятностью 99,9 в периоде процентов. Второй момент – это вода. То есть качественная вода – это на самом деле такое очень важная составляющая, потому что после последнее время участились комментарии даже вот у нас на сайте, когда люди пишут: ой, какой невкусный чай и так далее. И мы всегда вступаем в диалог с такими людьми, либо вступают, может быть, наши более опытные клиенты. Выясняется очень часто, может, в половине случаев, что была неправильная вода. А во второй половине случаев это было неправильное заваривание, может, очень редко действительно там как-то чай человеку не подошел по каким-то более объективным причинам. Плохой водой может испортить самый хороший чай. Даже, казалось бы, менее требовательные к завариванию пуэры, прежде всего шу, может быть, красные некоторые чаи, там крупнолистные, да, и так далее, все равно вода может испортить. Поэтому никакой водопроводной воды, никакой непроверенной, может, фильтрованной, но как бы неизвестно, насколько хорошо фильтрованной воды тоже. То, что однозначно не даст вам хороших ощущений, то есть вода, проверенный родник – это идеальный случай, то есть родник, к которому много лет уже ходят люди, и вы знаете, что да, в вашем вот районе, в вашем там деревне, городе, селе и так далее, этот родник считается хорошим. А вода не должна быть слишком мягкой или слишком жесткой. Я считаю, что самое такое вот подходящее – это средняя вода, и еще очень важно понимать, под какой чай, какую воду лучше выбирать. Но это уже, скажем так, нюансы. То есть в случае, если вы просто хотите пить хороший чай, то даже средняя бутилированная вода какого-нибудь более-менее известного бренда, который чтит свою репутацию, скорее всего, будет лучше, чем любая фильтрованная и, конечно же, любая из-под крана. То есть начать можно вполне с этого, а дальше уже это все нюансы и особенности. То есть можно пробовать разной водой заваривать чай и получать уже какой-то, скажем так, от этого положительные эмоции. Для воды очень важен уровень pH. Считается, что идеальный – это больше 5,5, то есть где-то ближе к 7. Ну и, конечно, идеальное, что природное. Нет природное, бутилированное хотя бы. Далее идет посуда для заваривания. Безусловно, многие уже знакомы, конечно, с этим тоже, то есть чашка с крышкой, чайник, разные современные способы заваривания, бутылки, колбы, просто обычная кружка, обычное европейское настаивание и так далее. Тут начинаются нюансы, но на самом деле очень важно понять один важный принцип. Если у вас хороший чай, хорошая вода, вы в любом случае сможете заварить чай хорошо, если вы особенно пробуете разные способы, пробуете количество чая, пробуете температуру воды менять, пробуете объем посуды менять. В результате у вас получится правильный чай. Ни в коем случае не стоит делать скоропалительных выводов от того, что вы быстро взяли какой-то чай, бросили в какой-то сосуд, и вот сейчас у вас там что-то быстро получится вкусное. Быстро вкусное может получиться только в том случае, если вы понимаете, что вы взяли, как вы взяли, куда вы положили. В данном случае не обязательно должен быть это чайник мастера, коллекционный и так далее, но очень важно понимать, что и сколько вы взяли. То есть просто так вот наобум вероятность того, что у вас может получиться что-то невкусное, весьма велика. То есть важно и время экспозиции, то есть сколько времени вы настаиваете, если вы настаиваете, сколько времени вы держите проливы, если вы проливаете и так далее. То есть эти моменты, они все имеют значение абсолютно. То есть тут очень много переменных. Но основные перемены, естественно, это объем сосуда, температура воды, количество чая и время экспозиции, которое вы им выдерживаете. И тут мы походим к самому главному, почему все-таки важно заваривать чай правильно. Почему это имеет значение, почему условно так называемая чайная церемония, на самом деле это не чайная церемония, это просто способ заваривания чая, который делает чай вкусным, прежде всего. Он получается вкусный. То есть это либо гайвань, либо это чайник, но так или иначе маленькая китайская посуда, традиционное заваривание, упрощенная гунфуча, она дает именно то чаю, что раскрывает его максимально хорошо. Хоть изначально церемониальное такое, или даже не церемониальное, а, скажем, правильное заваривание, которое сейчас называют гунфу-чай или пин-чай, пробование чая, оно распространено было изначально в регионах, где делают улуны, то есть где выращивают улунские чаи, то есть это Фудзянь, где мы сейчас находимся, привет из Уишань, это север Гуандуна, и, конечно же, Тайвань. Но далее этот способ распространился и на другие провинции, где делают зеленый, красный чаи, где делают пуэры и так далее. Хоть раньше там и не было этого, но если вы возьмете любой хороший даже шу,
пуэр, лишен пуэр. Просто кинете там в кружку, заварите, или вы внимательно его заварите. Но разница, она будет очевидна, потому что чем, причем, чай выше по качеству, тем больше эта разница будет заметна, потому что хороший чай, он от пролива к проливу раскрывается гораздо лучше, чем если вы просто его заварите однократно. Но очень важный момент, опять-таки, возвращаясь к самому началу, если вы используете плохую воду или плохой чай, то никакое правильное заваривание вам в данном случае не поможет, поэтому столпы хорошего заваривания самое главное – это вода и качество продукта. Это самое главное. Все остальное – это уже умение, умство, мастерство. То есть, имея хороший чай и хорошую воду, и имея желание и терпение в экспериментировании при заваривании, вы обязательно придете к идеальному вкусному чаю. Поэтому самое главное – это больше пить чая, пить разного чая, пить в разной посуде, пробовать раскрывать его в разной экспозиции, в разном объеме, разные температуры, если вам кажется, что в какой-то момент он раскроется по-разному. И вы таким образом будете оттачивать свое мастерство. Это предельно важно, и я желаю вам всех приятных чаепитий. Надеюсь, все будет у вас прекрасно с чаем. До новых встреч!